Друзья, всем здравствуйте, всем хорошего дня и отличного творческого настроения. Давненько мы с вами не занимались переделкой мебели, пришла пора наверстывать упущенное. Будем переделывать, а переделывать будем спальню моей младшей дочери. Она уже давно выросла, выпорхнула с родительского гнезда, но эта спаленка осталась для обоих дочерей. Когда они приезжают в гости, они именно здесь и останавливаются. Но так как я делала ее давно, и сейчас у меня зачесались ручки ее полностью переделать. А переделывать мы будем с вами вместе. И участвовать в нашей переделке будут меловые краски. Очень давно хотела попробовать поработать с меловыми красками, но все как-то не получалось. Вот в этой переделке мы обязательно с вами поработаем. А использовать я буду материалы от производителей бренда Броско. Очень мне понравилось качество их краски. Перед тем, как начинать работать с краской, я всегда делаю выкрасы, чтобы понимать, насколько укрывистая краска. Вот с этой краской я тоже сделала первые выкрасы, и мне очень понравилось. Краска ложится ровно, гладко, и вот даже первый слой очень плотно, то есть по максимуму закрывает цвет поверхности. Одно удовольствие работать с такой краской, сразу видно, что производитель своей репутацией очень дорожит. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Показываю ближе. Здесь у меня только небольшая часть цветов и их оттенков этого производителя. На самом сайте Броско вы найдете огромнейшее количество цветов и их оттенков. А линейка красок металлик, ну это просто сказка, ребят. Широкий выбор оттенков, яркости, насыщенности. Вот здесь я специально делала выкрасы именно металликом, потому что у меня прям это больная тема. Найти хорошую акриловую краску с хорошей укрывистостью и блеском, ну, много дорогого стоит, надо еще постараться. Вот здесь это все выкрашено на один слой, ребят. Вот посмотрите, насколько плотно и ровно легла краска. Это лишь несколько оттенков металлика. На сайте Броско у них очень большой выбор. Вот видите, как блестит, насколько плотно и ровно легла краска. Я очень довольна вот именно качеством этого производителя. Друзья, у этого производителя не только краски, у них еще есть замечательный грунт. Кто смотрел мои мастер-классы, видел, что я очень часто применяю грунт Отекс по сложным поверхностям, по мебели. То есть я сначала грунтую отексом, затем наношу краску. И меня спрашивали, где можно его купить, потому что сейчас его достаточно сложно найти, а если можете найти, то цена, конечно, заоблачная. Очень поднялся в цене этот грунт. Спрашивали, какую альтернативу можно этому грунту. Так вот, ребят, вот вам альтернатива. Такой же грунт по сложным поверхностям. А стоит он ровно столько же, сколько стоил Отекс до повышения цены. То есть это замечательная альтернатива грунту Отекс. Показываю вам ближе. Вот он. Грунт Отекс алкидный. Этот грунт акриловый. Не имеет ни запаха, смывается кисточка водой. И еще, ребят, у нас будет новиночка. В этом мастер-классе я вас познакомлю с новой техникой. Техника травления стекла. У производителя Броско есть замечательная паста, с помощью которой я вам покажу, как можно на стекле сделать красивые узоры, как украсить можно. У меня есть старые работы, я делала буфет, и вот именно старые советские стекла я преображала с помощью травления стекла. Не только стекла можно украсить, можно и зеркала. Мы будем с вами делать травление зеркала, красивые узоры на зеркале с помощью вот этой вот пасты. А как это сделать, я вам все подробно расскажу. Ну что, ребят, начинаем? Поехали! Сначала я вам сделаю небольшой обзор спальни, покажу, как она выглядит сейчас. Конечно, какие-то предметы мебели я не смогу вам показать, как я это делала, но я обязательно расскажу, как и что я делала. Это тумбочки. Изголовье мы с вами будем полностью переоббивать, потому что оббивка уже пошоркалась за столько лет. И изголовье будем делать каретную стяжку,
И ноги тоже будем делать каретную стяжку. Полностью все менять будем. Эту тумбу мы тоже с вами все переделаем. Не хочу картинки, хочу что-нибудь другое. Тут я мудрила. Вот такая вот тумба. Эта тумба из-под телевизора была. И я ее тут переделала в такой дамский столик. Креслице плетеное было. Я его покрасила в белый цвет и шила подушечку на него. Здесь у нас такой секретер. Ножки были прямые. Я тут с картона что-то мудрила. Но они такие грубые получились, некрасивые. Будем переделывать. И ножки будем ставить сюда изящные и очень красивые. Показываю вам вторую половину спальни. К сожалению, не могу сразу обхват весь сделать, показать все. Так, это часы. Часы тоже делала сама. Если кому интересно, я сделаю мастер-класс. Ребят, пишите в комментариях, если вам интересно, как это сделать, то я сделаю мастер-класс. Вот я вам поближе их показываю. Вот такие вот колонны часы. Их тоже будем переделывать. Ну что, мои хорошие, я переодеваюсь, и мы начинаем. Убираем старый декор со всей мебели, шкурим, грунтуем, красим, преображаем. Итак, ребят, первое, что мы будем делать, это вот снимать все вот эти вот наши декоры с тумбочки. Вот это я трогать не буду. Декор у меня здесь сделан из древесной пасты. Я выкидывать не буду, мы снимем. И эту же древесную пасту мы ее опять смешаем с ацетоном, и она будет готова к работе. То есть из нее можно будет еще впоследствии делать какие-то декоративные элементы. Как же я буду снимать? Снимать я буду вот этот приклеенный декор из древесной пасты с помощью фена строительного. Я буду разогревать, а потом шпательком аккуратненько поддевая, разогретое уже, снимать все это дело. Разогрела, потрогала, мягкое. И шпательком аккуратненько, вот оно легко сходит. Смотрите как, ребят. Вот так вот. Раз, и я сняла. Вот он мягкий. Сейчас он застынет, будет опять жесткий. Все эти декоры сложу в баночку, налью ацетон, и это будет опять древесная паста. Складываю отдельно. Вот таким образом, сейчас разогревая все элементы, я буду их снимать. Разогрела. Вот видите, как легко они все снимаются. Когда они не разогреты, вы, конечно, так не снимете, потому что они очень хорошо приклеены и плотно сидят. Сейчас и со второй тумбочки также сниму. Единственное, что не буду трогать вот эту окантовку. Эту и на полочке не буду трогать. Здесь на полке тоже не буду трогать. Так, сняла все наши декоративные элементы. Теперь нам нужно клей, который остался под нашими декоративными элементами, убрать. Убирать я буду с помощью ацетона. Беру салфетку, смачиваю в ацетоне и протираю эти места, где у нас были приклеены наши декоративные элементы. Очищаю полностью от клея. Уберу клей, а затем буду шкурить. Пройдусь наждачкой, везде выровняю полностью нашу поверхность. Работать буду вот таким вот шлифовальным станком. У меня вот такой вот. Многие спрашивают, какой шлифмашиной я работаю. Вот такой вот. Здесь у меня 120-я наждачка. То есть убираю клей, а затем все это прошкурю. Перед тем, как я начну ошкуривать, я вам расскажу, как я делала навершие вот у тумбочки. Вот эту полку и навершие. Здесь я уже сняла эту колонну с помощью строительного фена, разогрела. Приклеена она была на клей-пистолет и вставлена сюда в качестве подпорки. Вот. Немножко неправильно здесь сделана вот эта полка. Сначала я на листе плотной бумаги сделала шаблон, то есть оставила вот здесь сантиметров 7 на крепление к тумбочке. Вот, отрисовала прямоугольник. А затем уже в произвольной форме сделала вот такую фигурную
отрисовку. Затем этот шаблон вырезала, приложила к фанере и вырезала электролобзиком. И получилось у нас вот такое фигурное навершие. Затем я решила, что здесь нужно сделать полку. Но оно прям просилась она у меня сюда. Выпилила тоже из фанеры. Примерно прикинула, какой мне нужно здесь глубина полки. Отрисовала на плотной бумаге. Приложила к фанере, выпилила. И здесь я с помощью саморезов прикрутила к тумбочке это навершие само. Эту полку, вот эту, я с помощью саморезов тоже прикрутила вот сюда, в торец. Полочка, конечно, получилась такая хлипенькая, видите. И что я придумала? Я подумала, что сюда нужно какую-то подставку. И сделала вот такие вот подставки в виде колонны под полки. И полка тогда очень хорошо держится, то есть стоит плотненько. Из чего я делала эти колонны? Это втулка от бумажные полотенца, либо пищевая пленка, намотанная на втулках картонных. Вот это вот именно втулка картонная от пищевой пленки. Под нужную высоту я ее отрезала, вот таким образом украсила и вставила сюда. Вот она у нас держит хорошо полку. Конечно, можно было и сделать подставки под полку, вот, то есть вырезать вот такие вот треугольнички и таким образом здесь эту полку укрепить. Но я не стала этого делать. Здесь вполне себе хорошо выполняет функцию вот этих вот подпорок вот эта вот колонна. Все, сейчас вынесу на улицу, отшкурю полностью тумбочки. И одну, и вторую тумбочку отшкурю. И уже грунтовать и красить мы будем с вами вместе. Надеюсь, как шкурить, все знают. У кого нет шлифмашины, значит, можно просто руками с наждачной бумагой пройтись. Либо есть бруски на строительном рынке специальные, куда загоняешь наждачную бумагу. И чтобы не просто рукой с наждачкой, а именно бруском все это отшлифовать. Отшлифовала, протерла от пыли и загрунтовала на один слой адгезионным грунтом. Вот что у меня получилось. Хотела я изначально сделать в розовом цвете тумбочки и мебель. В розовом цвете. То есть я взяла несколько оттенков розового. Остановилась я на пудровый розовый цвет. Мне очень понравился. На выкрасах он будет вот такой вот. Вот этот цвет. Мне он очень понравился. И я хотела именно в таком цвете сделать тумбочки. Сейчас передумала и решила покомбинировать, сделать белый с розовым. Но белую меловую краску я не взяла, потому что изначально задумывала розовый. Ладно, сейчас буду выкручиваться. Розовый мы тоже будем использовать, но комбинировать будем белый с розовым. Загрунтовала на один слой. Очень хорошая укрывистость. Видите, как покрыла одним слоем и все закрыла. Теперь я ее покрашу на 2 слоя обычной акриловой краской, эмалью. У меня вот лакра. Конечно, она не даст такой укрывистости, как дают меловые краски, но я в несколько слоев сейчас буду красить все это. То есть сначала я пройдусь именно чисто белой эмалью на 2 слоя тумбочки, высохнет, а затем я пройдусь одним слоем тоже белой краской, но я не люблю вот чисто белую краску. Я люблю, чтобы она немножечко, мне кажется, вот совсем чисто белый цвет, он такой холодный. Но это я так воспринимаю его. Поэтому в белую краску я всегда добавляю чуть-чуть карамельного колера. И тогда, мне кажется, краска становится немного теплее. У меня такое восприятие. Я тут уже навела, видите, визуально она белая, но там чуть-чуть присутствует вот именно карамельный колер, и она стала немножко нежнее, теплее. Все, друзья, выкрасила наконец тумбочку. Пока красила, думала, вот мы всегда стараемся поэкономить, да, на материалах, и это правильно. Но тут вот получается какая-то призрачная, что ли, экономия. Вот сюда я наложила 5 слоев краски, эмаль лакра. Если бы я красила меловой краской, я бы наложила всего 2 слоя. Вот тут как бы что получается? Получается, что и не экономим мы вовсе, мы просто тратим время.
Но это так, мои размышления. Значит, теперь будем украшать тумбочку нашу. Вот она у нас вся белая. Начнем с боков. Поворачиваем. Будем украшать бока. Бока я хочу сделать полосатенькие такие. Белые, розовые и тоненькие золотистые полосочки пустить. Итак, ребят, полоски мы будем делать с помощью малярного скотча. Вот у меня такой, 4 сантиметра ширина. И нужны будут у меня еще очень тоненькие полоски по полсантиметра между широкими полосками. Как их сделать? Я на куске фанеры наклеила вот отрезок скотча, отметила линеечкой по полсантиметра. Показываю вам ближе. Вот видите, разметила. Затем, прикладывая железную линейку и ножом строительным, я это все порезала вот на такие тоненькие полоски. И вот вам, пожалуйста, теперь я их буду использовать. Начинаем проклеивать нашу тумбочку. У нас будет полоски не до конца. Они будут идти у нас чуть-чуть наискосок. Я вам потом все покажу. Первое, мы начинаем проклеивать тоненькую полоску. Вот я отсоединяю. Вот она, видите? И начинаю проклеивать ее ровненько вот сюда вот, прям в краешек. Наклеили. Следующая полоска у нас будет из скотча 4 сантиметра. Прикладываем прям ровно стык в стык к нашей узкой полоске. Вот таким образом. И опять клеим тоненькую полоску, то есть чередуем толстая полоска, тонкая полоска. Показываю ближе, ребят. Вот. Видите как? Тоненькая полоска, широкая, тоненькая. Сейчас опять широкую буду приклеивать. Стык в стык. Все, обклеила с обоих сторон наши боковушки малярным скотчем. Теперь полоски будут располагаться немножечко вот так вот, под наклоном. То есть у меня высота тумбочки, вот эта часть, 32 сантиметра. Здесь я отмеряю по высоте где-то 26, вот так вот. А здесь 21, то есть в разницу 5 сантиметров сделаю наклончик. И малярным скотчем вот так вот эту полосочку приклею. Теперь вот эти тонкие полоски я буду снимать вот так вот, не до конца. Вот таким образом. Следующую полоску снимаем. Тоже вниз вот так вот спускаем. И здесь оставляем. Вот видите, освободили мы пространство, где у нас тоненькие полоски. Толстые полоски остаются наклеенными. Теперь я прокрашу вот эти вот места белой краской, так как тумбочка у нас белая. Зачем? Вот эти тоненькие полосочки, они у нас будут золотистыми. Если мы сейчас будем накладывать нашу краску металлик, то под скотч, под малярный, как бы мы хорошо его не приклеили, все равно может подтечь краска и будет неаккуратно. Если сейчас мы покрасим все это вот так вот белой красочкой, она как бы запечатает вход, и краска уже металлик не проникнет под наш скотч. И полосочки у нас будут ровные, без затеков. Все, теперь дам просохнуть. Затем начнем красить уже золотой краской. Ну что, ребят, все, краска наша высохла. Плотно запечатала все поры. Теперь другая краска не будет затекать под малярный скотч. Теперь мы будем прокрашивать золотым вот эти тоненькие полоски. Прокрашивать я буду краской металлик фирмы Броско. 124 номер. Это яркое золото. И начинаем прокрашивать. Очень здорово блестит золото. Вам, наверное, не видно, но я покажу вам ближе. Сейчас прокрашу все полоски, дам высохнуть и на второй слой пройдусь. Здесь нужно наложить 2 слоя металлика. Все, ребят, покрыла 3 слоями. В принципе, можно было и 2, но я перестраховалась. Опять приклеиваем назад вот эти наши тонкие полосочки. Опять стык в стык, возвращаем их на место. Итак, вернула назад все тонкие полоски. Теперь смотрите, я обозначила
в каком порядке у меня будут идти цвета. То есть здесь у меня будет белый, затем розовый, белый, розовый и так далее. Все отметочки, где у меня розовый, там, где я написала розовый, я снимаю. Вот так вот скотч аккуратненько. Вот видите, из-за того, что мы тут прошлись внутри краской, когда тоненькие полосочки прокрашивали, у нас нет затеков, у нас все ровно. Вот через одну все снимаю. Теперь мы опять освободившиеся места прокрасим белой краской, чтобы впоследствии, когда она высохнет, покрыть сверху розовой. И розовая не подтекала у нас под края скотча. Прокрашиваем, даем высохнуть, а затем начнем красить розовый цвет. Все, подсохла белая краска наша вся. Теперь приступаем к розовому цвету. Красить буду краской меловой броска. Цвет пепел розы, очень красивый цвет. Сейчас все сами посмотрите. И начинаем прокрашивать. Краска очень, ребят, укрывистая. Конечно, работать с ней одно удовольствие. Вам, наверное, видно, да, на первый слой уже как плотно ложится. Тут достаточно 2 слоя, предостаточно прям. Очень я пожалела, что не взяла белую краску. Я бы вот так вот на несколько слоев не мучилась с белой краской. Все, даем просохнуть и потом вторым слоем покрою. Итак, ребят, краска наша подсохла, снимаем и смотрим, что у нас получилось. Вот что у нас с вами получилось. Обратите внимание, внизу я не четко очертила окончание розовой краски. То есть как бы рваными такими концами сделала. Для чего? Я не хочу вот это обозначать прям вот полосу, где у нас заканчивается. Я хочу сделать ее, как бы вот эти полосы, как будто незаконченные. Такая у меня задумка. Каждый делает по своей задумке. У меня так вот. Теперь я возьму белую краску. И вот таким образом, как бы эту грань между розовым и белым цветом немножечко растушую. Подсохла белая красочка. Пока она сохла, я тут вот по ободочку прошлась тоже золотой краской. Позолотила немножко наш торец. Теперь мы все это будем покрывать лаком. Я буду покрывать саир-лаком. Вот такой у меня акрил-уретановый лак. Бесцветный. Им и буду покрывать. Работать буду веерной кисточкой, ей удобнее. Лак глянцевый, дает очень прочную поверхность. Я недавно стала с ним работать, но очень нравится мне этот лак. Сейчас высохнет и дам второй слой. Пока сохнут наши бока, лак засыхает, мы с вами украсим дверцу пока немного. Вот эти вот части полукруглые у дверцы мы покрасим тоже в розовый цвет, пепел розы. Я уже здесь приклеила малярный скотч. И в 2 слоя нанесу розовую краску. Итак, высохли наши бока вот эти вот. Значит, теперь пока оставляем их в покое. Покрасила еще в розовый цвет также нашу подставку под полку. Этим займемся потом. Вот здесь посередине нашей дверцы я хочу сделать красивую рамочку. А в рамочке сделать также розовый цвет. И немножечко поработать там трафаретом. Но я все это буду показывать. Теперь расскажу, как и из чего я делала и составляла эту рамку. Вот наша рамочка. Делала я ее из вот такого молда. Вот у меня есть молд, вот такой вот силиконовый. Из этого молда я взяла некоторые части узора. Вот, допустим, вот эту верхушечку я сделала вот сюда и вот сюда. 2 такие части. Рамка сделана из самодельной полимерной глины. Как делать полимерную глину у меня есть на канале. Ссылка на этот мастер-класс будет в описании под видео. Затем по бокам, вот, видите, это вот эти вот части. Просто закладывала именно
вот сюда вот полимерную глину и получала вот такой отдельный декоративный элемент. И уже вот наделав таких отдельных декоративных элементов, всяких завитков, я составила рамочку. С помощью одного молда, ребят, можно сделать несколько композиций. Фантазируйте. Вот она у меня выложена на листе формата А4. Я 2 листа склеила и выложила рамку. Затем я обрисовала вот так вот ее по внешней стороне карандашом, как вот она идет, вот со всеми загогулинами, и вырезала. Для чего я это вырезала? Внутри рамки я хочу сделать розовый цвет. Так вот, чтобы не промахнуться и четко закрасить нужную площадь розовым цветом, я и вырезала. И получила вот такой своеобразный как бы трафарет. Но вырезала я не совсем прям вот как отрисовала по контуру, а чуть-чуть вглубь, на полсантиметра заходя. Вот что у меня получилось. Показываю. Видите? Полсантиметра я сюда отступила вглубь. Такой вот своеобразный трафарет, он у нас бумажный. И использовать его многоразово, просто бумажный, ну невозможно. Он размякнет, он потянется, и один раз поработаешь с ним, и все. Мне нужно дважды его использовать. Я взяла и покрыла эту бумагу 2 слоями акрилового лака. С одной стороны и с другой стороны. И теперь смело им можно работать, и он не потянется, и воды он уже не боится. То есть просто акриловым лаком покрыла, и все. Нашу дверцу я нашла середину вот здесь и середину вот здесь, чтобы рамка наша нигде не поехала и косая не была. Здесь у меня тоже поделено. Здесь середина и здесь середина. Буду прикладывать вот так вот, отметка, где середина, сюда. Вот так вот. Видите, тут малярный скотч. Я одну тумбочку уже делала. Это вот вторую мы будем использовать здесь трафарет. Вот таким образом закрепляю с помощью малярного скотча наш самодельный трафаретик. Вот такой вот. Сейчас мы его выровняем хорошо. Все, выровняла его. То, что вот это вот топорщится, ничего страшного. Сейчас все буду показывать. Теперь берем краску и будем прокрашивать. Красить будем отсюда к центру, то есть с края вот так вот. Для того, чтобы у нас не затекала, не заходила туда краска под наш импровизированный трафарет. Вот таким образом. Чуть-чуть придерживаем края. Но зато у нас будет прокрашенная площадь четко по нашему рисунку рамочки. Края прокрасили, теперь середина. Также на 2 слоя сейчас пройдусь. Двигаемся дальше. Высохла наша краска. Теперь мы будем сюда делать трафарет. У меня вот такой самодельный трафарет я сделала. Как сделать самодельный трафарет? У меня есть на канале. Есть также в группе более подробный мастер-класс. Ссылочки на все это будет. Здесь мы не будем останавливаться, а будем продолжать украшать нашу тумбочку. Вот я кусочки скотча приклеила, так чтобы закрепить наш трафарет. Находим середину. И вот таким образом закрепляем наш трафарет. Теперь мы будем работать с такими красками. Белая, вот у меня пробник здесь. Это все меловые краски. Вот элегантный белый. Затем мы металликом будем работать перламутр белый. И будем использовать металлик серебро. Нам нужен будет кусочек губки обычной, поролон. Сначала мы пройдемся белой краской по всему рисунку. Обмакиваю губку слегка. Вот приготовила сразу бумажку. Убираю излишки. И вот так тампонирующими движениями мы вот так вот проходимся по трафарету. Я не хочу, чтобы рисунок ярко выделялся. То есть я только слегка припыляю его. На розовом цвете будет слегка белый цвет. Затем мы пустим по нему же, по этому белому цвету, когда он высохнет, перламутр и серебро. И у нас будет такой переливчатый узор. Так, припылили белым цветом. Подсох он. Теперь начинаем перламутровым. Стряхиваем. И точно так же начинаем напылять. То есть с помощью маленькой губки, полусухой губкой. То есть излишки мы убираем. И также тампонирующими движениями мы проходимся по всему трафарету. Подсох перламутр, теперь серебро. Слегка, прям чуть-чуть излишки убираю. И вот так вот. Серебро вообще слегка только.
Теперь снимаем трафарет и смотрим, что у нас с вами получилось. Вот такой вот рисунок. Если на свету, то он весь переливается. Не видно, не могу я вам камерой передать. А теперь снимаем вот этот наш трафарет. Смотрим, как у нас выглядит все это, покраска под нашу рамочку. Вот таким образом. Теперь будем приклеивать сюда рамочку. Вот прям по рисунку, по очертаниям. Приклеивать буду на момент кристалл. Можно также на полимерный клей. Укладываем. Вот так, по окантовке. И сразу нижнюю такую же детальку приклеиваем. Следом у нас пойдут уже вот эти вот лепестки. Сейчас мы сразу выложим и будем только брать, приклеивать, переворачивать. Вот таким образом. Сейчас все это приклею. Все, рамочка приклеивается. Пока она приклеивается, я ее сейчас покрашу вот такой вот краской, перламутровый металлик, броска номер 101. Не хочу здесь много лепить золота. Хочу, чтобы тумбочка была такая в нежном цвете, как можно меньше золота. Начинаем прокрашивать нашу рамку. Предварительно перед этим я все вот эти вот детальки покрасила белой акриловой краской. Очень красивый перламутровый цвет, очень нежный и насыщенный. Высохла наша рамочка. Теперь мы займемся с вами вот этими боковыми частями. С этой и с этой стороны. Мы сделаем эти полукруглые части под мрамор. Сейчас подвину камеру и покажу вам, что мы будем делать. Для имитации мрамора нам с вами понадобится белая краска меловая и 197 номер вересковый цвет. Вот такой вот. Также губочка и вода, обычная вода. Я смачиваю губку и смачиваю поверхность. Тоненькая кисть. Чуть смачиваю кисть. Затем беру краску прям на кончике. Вот так вот. И прорисовываю просто ломаную линию в произвольном порядке. Вот таким образом. Теперь я беру влажную губку и растушевываю слегка. Вот так вот. Затем я беру белую краску. Также кончик кисточки обмакиваю. Тоже рядышком в произвольной форме прорисовываю также ломаную линию белую. И растушевываю тоже ее губкой. Затем опять берем темный цвет и опять в произвольной форме прорисовываем линии. Растушевываем. Линии должны быть чуть смазанные. И опять белую краску где-нибудь рядышком проводим белым цветом. Опять берем темный оттенок. Затем рядышком белое. У линий не должны быть четких краев. Они должны быть как бы смазанные слегка. И вот мокрая губка нам помогает это делать. Вот таким образом мы с вами сделали имитацию мрамора. Сейчас с другой стороны сделаю то же самое. И нашу колонну, подпорку под полку, тоже также сделаю имитацию мрамора. Ну что, показываю, что у нас получается. Все высохло. Теперь я все это покрою лаком. Эту часть боковинки у нас, помните, я покрыла на 2 слоя. Теперь фасадную часть, вот эту вот будем покрывать. Также на 2 слоя. Все, ребят, закончили мы с вами среднюю нашу часть украшать. Покрыла я лаком на 2 раза. Все высохло. Переходим на ножки. Вот здесь сделаю 2 красивые накладки. Накладки буду делать из самодельного молда. Вот была у меня такая декоративная накладочка. Я из нее сделала с помощью литьевого силикона молд. Мне не нужна она вся, мне нужна вот только вот эта вот часть, вот средняя. Я заложу в молд самодельную глину, именно вот в эту часть, и получу накладку такую и сделаю на 2 ножки. Вот, ребят, наш молд. Сейчас покажу, как я работаю с полимерной самодельной глиной. Вот эта глина. Вот такая вот она мягкая. Сейчас мы будем ее закладывать сюда.
и получать декоративный элемент. Перед тем, как я буду закладывать глину в молд, я всегда молды обрабатываю вот такой силиконовой смазкой, чтобы к нему ничего не липло. То есть заложила я глину, и она легко отскакивала. Брать будем, напоминаю, вот эту часть, решеточку. Смотрим, где она у нас находится. Вот тут вот. Вот только в эту часть мы и будем закладывать глину. Все, заложили полностью. Теперь будем вытаскивать. Положила под низ бумагу. Переворачиваем наш молд. Я возьму карандашик, ну что-то остренькое такое, чтобы помогать. Приподнимаем наш молд и потихонечку вот таким образом вытаскиваем. Вот что у нас с вами получилось. Теперь где-то вот неровности какие-то я беру вот мастерком таким и вот немножечко отсекаю, выравниваю. Вот что у нас с вами получилось. Теперь мы вот этот вот декоративный элемент, который с вами сделали из самодельной глины, будем помещать вот сюда на ножку. Вот таким образом. Вот так вот. Пока глина мягкая, пока не застыла, именно вот в таком состоянии мы должны ее здесь приклеить. Приклеивать буду на клей Момент Кристалл. Промазываем все клеем. Все смазали. Теперь аккуратненько помещаем все это. Сюда немножко сделаю продление, как-то она немножко тут обрывается. Возьму вот такой вот элементик сейчас сделаю и вот сюда его доклею. Мне кажется, в этой композиции не хватает завершенности. Подстыли наши вот эти накладки декоративные. Вот тут я, видите, сделала продолжением маленькие такие капельки и покрасила на один раз белым цветом нашу накладку. Теперь я хочу внутри в нашей решетке вот сделать розовый цвет. Возьму нашу краску, кисточку тоненькую и аккуратненько внутри вот в этих отверстиях я все прокрашу в розовый цвет. Все, прокрасила на 2 раза розовой краской внутри. А теперь мы наши вот эти накладки покроем перламутровым металликом. Все, краска наша подсохла, и я сверху дала лаком на 2 слоя. Теперь переходим к верхней части тумбочки. Тут ее доукрашаем. Навершие нашей тумбочки мы будем украшать с помощью вот такого декоративного элемента. Я также приложила его к листку формата А4, обрисовала контур этого декоративного элемента и, отступая вглубь на полсантиметра, вырезала эту окантовку, чтобы сделать вот такой вот импровизированный трафарет, так же, как мы делали с вами внизу для рамочки. Сейчас я его закрепила на скотч и буду прокрашивать внутри меловой краской розовой. После того, как она высохнет, мы с вами приклеим наш декоративный элемент вот сюда. Ну что, ребят, показываю вам результат нашего навершия. Приклеила и покрыла 2 слоями краски. Теперь переходим к столешнице нашей тумбочки. Сейчас расскажу, что будем делать дальше. Вот сюда мне что-то просится на столешницу, потому что совсем белое как-то не очень нарядно. И я решила сделать такую шириной в 2 сантиметра. Здесь вот такую вот каемочку. Я взяла скотч. Шириной он 2 сантиметра. Сейчас мы с вами отмеряем. Вот здесь тоже прокладываем. Как здесь у нас скошенные углы есть, также мы и прокладываем скотч. Теперь опять приклеиваем скотч. Ширина нашей полоски будет также 2 сантиметра. Стык в стык прокладываем следующую полоску скотча. Все, я наклеила скотч. У нас получилось вот 3 полоски скотча. Среднюю мы убираем. Средняя часть, она будет прокрашиваться у нас в розовый цвет. Хорошенько пальчиком еще раз придавливаем наш скотч. И затем краской белой проходимся. Как высохнет, потом на 2 слоя нашим розовым цветом, которым мы выкрашивали с вами тумбочку. Все, ребят, краска высохла. Сейчас снимаю скотч. Затем вот эту вот полоску нашу розовую я покрашу точно так же, как мы с вами делали имитацию мрамора на подпорке и на боковых створочках дверцы. Все, я закончила со столешницей нашей тумбочки, оформила ее и покрыла 2 слоями лака. Теперь переходим к дверце, будем делать сюда ручку. Я подобрала вот такую ручку для нашей тумбочки.
Мне кажется, она отлично сюда впишется. Вот так вот будем вставлять. Сейчас я сделаю здесь отверстие с помощью шуруповерта и прикрутим ручку. Чтобы ручки находились на одинаковом расстоянии, тумбочки вместе сдвигаете и уже смотрите, куда крепить вторую ручку. Ну что, ребят, первая часть нашей переделки закончена. Тумбочки мы с вами доделали, обновили. Вот что у нас получилось. Я поближе потом сделаю обзор и покажу вам все детальки поближе. Помогали мне в этой переделке замечательные помощники, краски меловые и металлики фирмы Броско. Как их приобрести, у меня будет ссылочка в описании под видео. Там же будет мой промокод на скидку. Так что, ребята, экономьте, пусть у вас будет не призрачная экономия, а настоящая. Очень замечательные краски, замечательная укрывистость, замечательная палитра. Пользуйтесь с удовольствием. На фоне наших новых тумбочек обновленных, кровать, конечно, смотрится такая пошарпанная. В следующем мастер-классе мы с вами будем обновлять и кровать. Мы сделаем каретную стяжку, мы обновим нашу вот эту вот верхушечку всю. И посмотрим уже на выходе, что у нас получится. Как кровать обновленная будет смотреться с обновленными тумбочками. Ну а я с вами прощаюсь, мои хорошие. До новых встреч, до нового мастер-класса уже по кровати. Ну а пока рассмотрим поближе наши тумбочки, что у нас получилось. Поехали!